Занятие 11. Пересечение поверхностей вращения и гранной развертки. Условия задачи следующие. Требуется: первое, построить в 3 проекциях чертеж цилиндра с отверстием. Второе, определить действительную величину сечения. И третье, выполнить развертку боковой поверхности цилиндра. Все эти задачи решаются последовательно, и так мы с вами и поступим. Первоначально построим 3-ю проекцию цилиндра с отверстием. Для этого необходимо рассмотреть отверстие и в отверстии обозначить все необходимые нам точки. Поскольку поверхность у нас вращения, то очевидно, что у нас будет на профильной проекции вот эта линия, она представляет собой кривую. Чтобы точно это построить, то необходимо взять дополнительные точки вот в этих местах. То есть места могут быть произвольные, да. Я вот обозначу здесь точечку, вот эта нам точечка понадобится дальше для построения линии. Вот эта точка. Дальше вот эта точка. И вверху обозначим здесь на пересечении тоже точку. Промежуточную точку поставим. И точку вверху. Вот этих точек будет нам достаточно для того, чтобы построить. Первоначально проведем линии связи. И проведем их следующим образом. Линия связи сначала горизонтальные. Горизонтальные через эту точку. Эту и эту. И затем линии связи проведем вертикальные. Проведем их так. Раз, два. Здесь по оси она идет. 3 и 4. Вот все необходимые наши линии связи. А теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Здесь на горизонтальной проекции у нас получились проекции точек. Давайте их сначала обозначим, сами точки. Точки, вот здесь следующая. Единственное, здесь требуется делать это что? Внимательно. Для того, чтобы не пропустить какую-то точку или не поставить ее там, где ее нет. Здесь. И, смотрите, такие же точки будут здесь, с обратной стороны. Отверстие у нас сквозное, поэтому они будут и с обратной стороны, и будут они абсолютно аналогичные. Так, теперь необходимо обозначить. Давайте мы будем обозначать вот здесь сейчас отверстие, будем обозначать буквами, а потом вот здесь все, что относится к сечению, мы будем обозначать цифрами, да, для того, чтобы можно было их различать и не путаться. Это будет у нас первая А проекция 2, это Б проекция 2, С проекция 2, D проекция 2, здесь Е проекция 2, здесь обозначим К проекция 2 и эту обозначим М проекция 2. На фронтальной плоскости. Теперь эти точки обозначим здесь. Значит, здесь это будет проекция А проекция 1. Это будет Б проекция 1. Так, а здесь у нас будет совпадать. Здесь будет С проекция 1, совпадает с М проекция 1. Потом следующее будет D проекция 1. И Е совпадает с К.
Е совпадает с К. Е проекция 1 совпадает с К проекция 1. Вот, собственно, все точки, которые нам понадобятся. Значит, вот эти линии нам сейчас не нужны. Я их удалю. И дальше, удалю размер, чтобы не мешал. Дальше нам надо построить, эти точки где? На профильной плоскости проекции. Это делать можно так, что каждую точку мы проводим линию связи проводим до оси, потом под углом 45 градусов и находим там ее положение на пересечении горизонтальной и вертикальной линии связи. В автокаде мне удобнее это сделать следующим образом. Я скопирую вот эту проекцию и дальше поверну эту проекцию на 90 градусов. Собственно говоря, что я делаю? Я делаю то же самое, да? Так, удобнее мне будет наоборот, чтобы были они с другой стороны. 180 градусов. Поверну. Вот так. И теперь выровняю положение вот этой проекции, так, чтобы оси у нас совпадали. Теперь проведу линии связи. Опять линии связи вертикальные. И проведу их смотрите, через эту точку, дальше эту, эту, и смотрим, все, да? И с той стороны точно так же, да, проведу. Так, теперь надо построить нам все эти точки. Нам здесь еще, наверное, одной линии не хватает, да, вот сюда проведем. И снизу, да, для того, чтобы мы могли габариты цилиндра построить. Теперь обозначим первым делом точки. Давайте смотреть. Точка по порядку. Точка А. Точка А здесь, и она находится вот в этом месте. Дальше точка А, смотрим, Б следующая идет. Точка Б, Б у нас вот она, да, идет вот здесь, и она должна находиться в этом месте. Дальше точка С, С вот тут будет у нас, и вот здесь находиться 1. Дальше точка Д. Точка D, это вот ее линия, смотрим, вот она идет, да, и будет она находиться вот здесь. Дальше точка Е, вот она, и будет находиться вот здесь. Так, все. Так, еще теперь смотрим, что мы не обозначили. М. Точка М у нас она лежит, смотрим, совпадает с С, да? Совпадает с С и лежит вот здесь. Это точка 1. И дальше точки, еще осталось у нас К. К, и она совпадает с Е, это вторая линия. Значит, это будет у нас вот тут. 1. Да, все надо точно построить, главное внимательно. С противоположной стороны будут у нас точки зеркально располагаться. Поэтому я смотрю сюда и здесь точно так же откладываю, да, на второй линии точки. Дальше здесь у меня на первой. Потом на вот этой линии. Дальше здесь.
потом вот здесь, и последняя будет вот здесь. Все, собственно, у нас все готово к построению сечения. Ну, теперь давайте будем это сечение строить. Возьмем линию основную, отрезок, и вот это будет у нас цилиндр, да? Так, проходить, и вот так. А теперь давайте смотреть. Значит, что мы видим? Мы видим, что цилиндр будет идти у нас вот до этой точки. Эта точка у нас, вот она, М2. М. И у нас вот здесь это вид какой? С левой стороны. То есть мы видим вот эту часть. Да, видим эту часть. И отверстие мы видим так. Это будет у нас М, видим точку, вот мы ее поставили. Дальше точку А, потом идет Б, С, С вот тут. Все, а дальше идет у нас вот этот кусочек, он идет прямо вверх. Это то, что мы видим в сплошной линии. Вот это давайте обозначим, да. Обозначим. Значит, отсюда сюда у нас пойдет кусочек прямая линия. Ну и сразу давайте мы это сделаем с левой стороны. С левой вверх и отсюда. Так, немножко великовато. Вот этот маленький лишний. Вверх. И потом отсюда вот сюда. Так, дальше. Потом мы видим вот эту точку, вот эту С. Здесь от С дальше вверх. Вот таким путем. Ну и с противоположной стороны тоже вверх. А вот на этом участке у нас линия будет идти какая? Будет идти кривая. Вот так. И с противоположной стороны такая же. Так, кривовато получилось. Нам нужно здесь, здесь и здесь. Вот, построили, да? Так, но у нашего отверстия есть участок еще вот этот, да, вот этот. Где этот участок находится и какие здесь линии будут? У нас есть здесь точка К. Точка К. И где наша точка К, она совпадает с Е, да? С Е. Это у нас вот эта вот точка, да, получается. Вот она. И из точки К идет до Е вверх. До Е вверх. До Е вверх. Значит, точка К это у нас вот здесь. Давайте посмотрим. Самая последняя, да? Вот она, да, последняя самая. И идет до точки Е вверх. Значит, мы здесь вот эту линию должны видеть, ну, пунктирной, да? Поэтому мы эту линию пунктирную так и построим. Вот отсюда, из этой точки. И построим вверх. Вот она пунктирная. Ну, плохо видно, да, что она пунктирная. Сделаем ее толще, да, чтобы она была видна. Не хочется, надо что-то. Вот она. Ну, вот так, да. Сделали. Такая же линия у нас будет здесь. Идти вверх. Так, теперь давайте подумаем. От этой точки куда должна идти у нас дальше отверстие? Вот сюда, в эту точку С. И здесь должна быть, она проходить через точку D. То есть здесь она должна быть какая? Кривая.
Значит, так и строим. Отсюда через эту точку. И дальше мы должны попасть в эту. Дальше строим с обратной стороны точно так же. Так, так и так. Так. Еще раз, чтобы она у нас получилась красиво. Ну, вообще, если чтобы идеально точно получилось, то что? Чем больше точек мы возьмем, тем точнее у нас и получится. В любом случае, эта линия у нас получается как? Приблизительно, да? Ну, не хочет она красиво становиться. Вот так, да? Вот мы получили. Здесь это отверстие. Ну, и надо понимать, что здесь у нас еще будет что? Пунктирная линия, да? Это отверстие. Здесь показывает и показывает здесь. Все, пункт первый мы с вами выполнили. И здесь обращаю внимание еще раз, что главное это что точно построить все точки, которыми определяется само сечение, да, само сечение. Значит, это нам сейчас не нужно. И линии, которые у нас являются горизонтальными, они тоже нам не нужны. Теперь мы первую часть сделали, все полностью. Теперь переходим к части второй. Определить действительную величину сечения. Ну, прежде чем его определять, то надо построить сами какие-то точки, которые будут определять сечение. Да? Определять сечение. Для этого эти точки мы сначала выберем. Точки эти будут следующие. Ну, наверное, начало, да. Так, мы хотим сделать тонкими. Значит, это будет одна точка. Дальше, вот здесь вторая точка. И здесь точка третья. Точка третья. Ну, для того, чтобы точно построить, то желательно взять еще здесь и промежуточные точки. Вот, например, вот эту можно взять и вот эту. Обозначим эти точки. Ну, обозначим, чтобы мы не путались, это обозначим их цифрами. Это будет точка 1, проекция 2, точка 2, проекция 2, точка 3, проекция 2, 4, проекция 2 и 5, проекция 2. Все. Теперь проведем линии связи и найдем эти точки здесь. Для этого возьмем прямую, так, вертикальную и через эти точки проведем. Ну, первая она вот здесь совпадает у нас. Это точка вторая, третья с осью, четвертая здесь, пятая здесь. И обозначим эти точки. Ну, чтобы мы не путались, да, то я их обозначу другим цветом. Значит, первая точка у нас будет вот здесь. Раз. Вторая точка, это вот вторая. Она будет с этой стороны. И она же будет с противоположной стороны. Дальше. Здесь точка 2 мы подметили. 3. Где она будет? Она будет вот здесь совпадать, да? И с противоположной стороны тоже. Точка 4. Точка 4, вот она. И далее вот она.
Ну и точка 5 будет у нас вот здесь. 1 и вот тут еще миллиметр поставили. Так, теперь очевидно, что наше сечение будет на вот этом виде выглядеть таким вот образом. Значит, оно идет от точки 1 по самой окружности до точки 5. И вот здесь оно заканчивается, да? Заканчивается. Провели. И дальше мы можем, чтобы это было понятно, заштриховать. Вот таким возьмем. Вот она. Вот все наше сечение. Здесь сечение в виде прямой. Так, вот эти нам линии уже больше не понадобятся. Больше не понадобятся. Ну, теперь осталось что сделать? Эти точечки, давайте мы их обозначим, для того, чтобы мы могли не путаться потом. Значит, это будет точка 1, проекция 1. Дальше здесь вот это будет 2, проекция 1. Здесь она же будет 3, проекция 1. Потом вот это будет точка 4, проекция 1. Ну и эта точка будет 5, проекция 1. С противоположной стороны точно такие же. И давайте эти точки теперь мы построим где? Вот здесь на профильной проекции. Для этого опять мы возьмем горизонтальную прямую. И проводим через точку 5, через точку 4, 3, 2 и 1. Все, провели. Ну а здесь давайте проведем их теперь другим способом. Ну, тем, что мы проводили, как обычно, да, тут проводили. Проведем вот сюда. 0 под углом, дальше 45 градусов. Так, и смотрите, не хочется совпадать. А почему? Потому что, вот давайте посмотрим, где наша должна ось находиться. Вот здесь и под углом 45 градусов. Да, то есть мы это уж не проводили у нас, чтобы соответствовало. Вот так. И перенесем. Вот эта ось должна оказаться вот здесь. И теперь мы можем смело проводить. И давайте вот тут проведем и сразу будем обозначать. Значит, мы искали точку 5. Вот она здесь, линия 5. Нашли 5. И подписали, что это точка 5. 5, проекция 3. Есть. И также построим все остальные. 5, потом 4. 4 это у нас вот здесь. Проводим ее до оси. Под углом 45 градусов. Провели. И далее вертикально вверх. До пересечения. И вот смотрите, 4 у нас получается вот здесь. Да, вот эту точку мы здесь и изображаем. Подписываем, что эта точка у нас есть. 4, проекция 3. Подписали. Ну, можем поближе чуть-чуть поставить, чтобы было нам видно. Вот так. Да. Здесь 4, 3. Дальше 3, 3. Где она у нас находится? Она находится у нас вот на этой оси. Да? Получается так. Так.
3 не на этой, она будет находиться вот здесь, да? Так, ставим ее. Вот здесь будет точка 3. Подписываем. Проекция 3. Дальше смотрим 2. Точку 2. Проводим отрезок. Точка 2 находится вот здесь. До оси 45 градусов. Проводим. И далее линию вертикально вверх. И смотрим, где наша точка будет 2 находиться. Вот на пересечении здесь. Вот это будет точка 2. Так. Великоват. 2. Подписываем. Что это будет у нас? Ну, здесь подпишем. 2. Точка проекция 3. Есть. Дальше. И осталось нам 1 точку построить. 1, вот она по оси идет. И она будет вот здесь. 1. Ну, теперь нам надо бы построить еще и с другой стороны, да, точки. С другой стороны. Тут давайте и построим, да. Точка 5. Эта точка будет 5 у нас находиться. Где? Вот здесь. Под углом 45 градусов и вертикально вверх. Вот здесь. Вот эта точка, вот она здесь будет. Точка 5. Ну, здесь, видите, 4 здесь стоит. 3 здесь. И единственное, надо вторую построить точку, да, она немножко в сторонке, да, стоит. Точка 2 это вот эта точка. Так, под углом 45 градусов и вертикально вверх. Ищем точку 2. Она должна находиться вот здесь. Все, вот все точки построены. Ну, а теперь давайте это сечение изобразим. Значит, оно будет у нас, во-первых, от точки идти 1 до точки 3 на этом участке. Это будет у нас сплошная линия. Да, сплошная линия. Так и сделаем ее сплошной. Ну и это будет что у нас? Кривая. Так, от точки 3 и до точки 1. Значит, здесь так, 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 так и вот так. Вот так. Это будет сплошная линия, это мы видим. А вот этот участок у нас будет пунктирная линия. Ну, здесь тоже будет у нас кривая, такой кусочек кривой. Так. Вот, видите, не хочет красиво. Так. Надо, чтобы она была красиво. Знаете, мало точек, да, наверное, чтобы красиво построить. Ну, вот так. И дальше с той стороны точно так же. Вот. И вот эта линия. И вот это, они должны быть у нас пунктиром. Ну, они вообще пунктиром, да, но тут
маленький кусочек, поэтому это даже не видно. Вот, хотя я их назначил что? Пунктиром. Ну, можно масштаб поменять. Поставить 0.5. Ну, видите, да, вот видно, что пунктиром, да, эта линия. Пунктиром. Ну вот, видите, вот она пунктиром здесь, эта линия. Вот это наше сечение и получилось. Теперь давайте это сечение мы с вами заштрихуем. Так, мы хотим тонким. И вот все, что мы должны заштриховать, это будет вот этот кусочек, вот этот, маленький этот кусочек. Ну и вот эти маленькие тоже. Все. Пункт 2 мы еще не полностью выполнили. Почему? Потому что мы сечение изобразили, а еще не построили его натуральную величину. Для того, чтобы построить натуральную величину, мы с вами воспользуемся методом перемены проекции. Ну и его сделаем как? Мы проведем новую плоскость проекции как? Параллельно вот этой, та, что у нас существует. И на ней разметим точечки 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. А пятой точечки нету, да, у нас? Вот она пятая. То же самое скопируем и перенесем. Вот она будет здесь пятая. Так, чтобы красиво, поставим ее вот сюда, да, с пятой точечки. Вот эти расстояния соответствуют вот этому расстоянию. И расстояния у нас, которые действительно будут в горизонтальной плоскости, мы будем брать вот здесь. То есть, вот смотрите, мы тут померим эти расстояния. Нас интересует точка 1, расстояние вот здесь 0, она лежит прямо на оси. Да? Точка 2, она лежит на каком-то расстоянии. 26 миллиметров. Хорошо. Мы тогда сделаем, теперь построим здесь отрезок перпендикулярный. Для этого нормаль поставим. Перпендикулярный и длиной 26 миллиметров. Построили. Значит, я его перенесу так, чтобы он у меня стоял вот здесь концом своим. И дальше скопирую его. Вот сюда же поставлю, с этой стороны. Есть. Дальше. Это точка 2. Теперь точка 3. Точка 3, вот она здесь лежит. Померим это расстояние. Ну, соответствует радиусу нашего цилиндра, да? Это 30 миллиметров. Также построю отрезок 30 миллиметров. Перпендикулярно. 30. И теперь этот отрезочек перенесу вот сюда, во вторую точку. И сейчас его скопирую. Поставлю с этой стороны. Дальше точка. Следующая у нас идет. Мы поставили, у нас 1, 2, 3 есть. Точка 4. Померим 4. Расстояние будет у нас по прямой 29. Построим отрезок вот здесь
перпендикулярный 29. Есть. И этот отрезок тоже перенесем. Перенесем. Так, и его же скопируем. Вот сюда. И отрезок еще один. Отрезок 5, да? Мы немножко, ну хорошо, потом еще. 5 померим. 5 расстояние, вот оно. 28. Отрезок построим 28 миллиметров перпендикулярно. 28. Теперь его перенесем точку и теперь его скопируем. Вот сюда. Ну, смотрите, мы точечки немножко, наверное, ошиблись, да? Тут эта точка первая, мы поставили сюда для второй, ну, то есть сдвинулись на одну, да? Ну, тогда мы что сделаем? Просто-напросто. Сейчас их все передвинем. Вот так. Перенесем. И из этой точки вот в эту. Вот и все. Значит, все. Теперь осталось нам что сделать? Это построить само сечение. Вот оно должно идти у нас отсюда, через эту точку, через эту. Так, потом сюда. И сюда. Все. Теперь его заштрихуем и получим наше сечение. Вот наше решение, да, то, что мы должны были сделать. И получили мы вот такое решение. Все, пункт 2 готов. Теперь остается пункт 3. Пункт 3. В третьем пункте нам необходимо сделать следующее. Выполнить развертку боковой поверхности цилиндра. Как это делается? Ну, очевидно, что у призмы боковая поверхность будет представлять собой прямоугольник. Только единственное здесь вопрос в чем? Где, то есть у цилиндра, извините, да, будет представлять собой боковая поверхность прямоугольник. Да? Только здесь единственное, что надо посчитать, да, какая его будет длина. И высота. Где брать эти размеры? Ну, давайте сначала. Вот эта высота, это будет 70 миллиметров. Да? То очевидно, что будет у нас составлять 70 миллиметров. Да, высота нашей развертки. 70 миллиметров откладываем. А далее, сколько нам надо отложить? Сколько отложить? Ну, я отложу здесь не полностью, а кусочек, то есть чуть больше половины. Почему? Потому что у нас будет отверстие, где находиться, оно будет находиться симметрично, да? Поэтому достаточно чуть больше построить половины. Длину всю развертки мы можем посчитать. Длина это будет 2πr. 2πr это вся полностью длина. Полностью длина. Ну, для нашего случая радиус у нас здесь 60 миллиметров, поэтому умножаем 6,28 на 30 и получаем длину. Так, сейчас умножаем 6,28, умножим на 30 и мы получаем 188 миллиметров. Вот такая в нашем случае длина должна быть. Длина. Можем мы сделать это так, поставить вот здесь кусочек еще маленький,
Ну, то есть я хочу вот что сделать. Еще показать конец, чтобы было понятно. Так, это мы удалим. То есть я хочу вот что, показать завершающий кусочек. Вот здесь 90, это было 70 миллиметров у нас. И вот так. Здесь немножко укоротим. И здесь изобразим финишную часть. Вот эта вся длина у нас должна быть вот тут 188 миллиметров. Вот, я поменял 188 миллиметров. Ну, достаточно вообще изображать чуть-чуть больше половинки. Чуть-чуть больше половинки. Теперь нам надо здесь изобразить отверстие. А чтобы изобразить отверстие, то нам надо построить что? Точку А. Да? Точку А, точку М, К. Они, очевидно, будут лежать на прямой. Единственное, нас интересует высота. Высота вот здесь. Да? Она находится. А вот точка А, как ее найти? Где она будет находиться? Значит, проведем радиус вот сюда. Ну, или точка А у нас, вот она будет здесь, да, находиться. Провели. И измерим этот угол, который у нас получился. Вот этот и этот. Вот он. Это угол у нас получился к точке А 48 градусов. Ну, я сразу померю так, для точки еще К, да, какой там угол будет. Точка К у нас находится, это будет вот здесь, да. Проведем и померим угол тоже. Вот он, 132 градуса. Теперь остается составить пропорцию. 360 градусов, эта длина получается равная 188 миллиметров. 48 градусов х. Составляем пропорцию и вычисляем. То же самое, 360, 188, 132 это соответствует х. Ну, здесь во втором случае это будет 132 умножить на 188 и делить на 360. Сейчас мы это посчитаем. И получается у нас в этом случае это... так, сейчас, секундочку. Сто 32 умножить на 188 и поделить на 360. 69 миллиметров, да, 69 миллиметров. Ну, а в первом случае это будет у нас это будет 48 умножить на 188 и поделить на 360. 25 миллиметров. 25 миллиметров. Так вот, что мы делаем? Значит, здесь отмеряем 25 миллиметров по этой линии 25 и вверх перпендикулярно отмеряем 10. Все, вот это положение есть. Тут находится точка вот эта вот А. Есть. Дальше отмеряем здесь положение тоже 69 миллиметров. И вверх изображаем под углом 90 градусов. Мы изображаем 10. Так? И соединяем. Вот так. Дальше здесь обозначим точку.
И дальше здесь высота можем измерить здесь 40. Откладываем 40 вверх. Здесь у нас будет точка, та, которая там была вверху. Вот. А дальше, ну для того, чтобы построить здесь участок наш, то нам необходимо найти положение точки С, да, точно таким же путем. Точка С, где у нас находится? Вот тут, да, у нас, вот она С, это четвертая часть, ну, то есть 90 градусов. 188 делим на 4, то получаем 47 миллиметров, да? Откладываем здесь, вот тут кусочек равный 47 миллиметров и вверх. А вверх сколько? Вверх неизвестно, да? Для этого мы тут и померим прямо, сколько тут должно быть. То есть мы измерим вот от этой точки до этой. 30 миллиметров получилось. Ну и 30 миллиметров мы вот тут и ставим вверх. 30 миллиметров. И обозначаем вот там точку С. Вот она тут находится. Ну и соединяем дальше, соединяем. Здесь у нас, может быть, это маловато точек, да? Ну, в принципе, чтобы точно, то надо построить еще и Б и Д, да? Б и Д, поскольку здесь у нас должна быть кривая получиться. Вот. Ну, вот она, видите, точка С нам, она находится так посерединке, да? Не совсем она кривая получилась. Не, ну такая вот кривая получилась. Вот, собственно говоря, все наша развертка. То есть все, что требовалось сделать, мы сегодня сделали, да, сделали полностью в объеме всю задачу. Ну, и если сделать вывод, то самое главное, что здесь кропотливо и точно строить все точки. А уже по точкам потом результат получится абсолютно верным.